Когда для Рамзана Кадырова я записывал мои предыдущие видео, из-за отсутствия реагирования я предполагал, что они не доходят до адресата. Но когда я прочитал комментарии к видео, в котором я четко описываю проблему педофилии в России, которую нужно срочно решать, то почему-то от имени Рамзана Кадырова и от имени его Ахмата какие-то клоуны пишут мне слова с угрозами, когда я разговариваю о педофилии, что является общей проблемой. И я пока думаю, что это все недоразумение, хотя если со мной что-нибудь случится, мотив будет очевиден. Но за это вековое благое дело мне не жалко отдать свою жизнь Всевышнему. И хотя будут и такие, кто, не разобравшись в сути происходящего, подумают, что я делаю это из-за денежного вознаграждения или дешевого пиара, но я отдал свое последнее стоящее за все это и готов отдать себя целиком, чтобы это прекратилось. Свои координаты и контактные данные в Стамбуле я много раз оставлял своей знакомой, можно сказать, даже родственнице, российскому журналисту из санкционного списка Тины Канделаки, для того, чтобы кто-нибудь хотя бы как-то отреагировал на данную информацию, но с более высокой дискретностью мыслительного процесса и словесно-логическим видом мышления, чем у тех клоунов, которые от имени Рамзана Кадырова и от имени его Ахмата с слоганом «Сила», которые не поняли, что для чего написали, и хорошо было бы, если бы им было сильно стыдно за свои несправедливые слова, они просто бы извинялись в камеру смартфона, как когда обычно через пару дней реагирует Рамзан Кадыров на совершенный неосознанный хазарский поступок людей в его адрес, по сравнению с месяцами, как я жду от него ответа. То, что те, не разобравшись, написали много неуважительного в мой адрес, и тем самым в адрес Кадырова тоже, потому что педофилия ведь проблема всех людей, а то, что незаслуженно от его имени угрожают мне вырезать мою семью, это уже преступление, требующее внимания даже Тины Канделаки, по причине ее родственной связи с моей семьей, несмотря на возможное недоразумение, которое могло произойти, может потому, что я программист и отличаюсь развитым алгоритмическим типом мышления, применяя его в словесно-логической последовательности справедливого поступка и высказываю мысли как можно коротко и вопросами, и предполагают, что ее логическое окончание воспринимается не для всех людей корректно. Я прошу помощи всех, кто может мне помочь и разобраться с информацией о мировой сети педофилов, которую я передавал Рамзану Кадырову, но не увидел его соответствующего справедливому поступку реагирования. И надеюсь на недоразумение и то, что я подразумевая словом реагирование, это то, что необходимо подробно ознакомиться со всем, что я опубликовываю. И во избежание людьми принятия ложного эмоционального заключительного мнения в отношении гомофобии среди общества, и перед тем, как в конце концов рано или поздно одним осознанным будет приказано найти много свиней, которые педерасты, потому что воспитывают детей по древнегреческой традиции, которые украли идеологи СССР, внедрив ее в систему безопасности империи еще тогда, и что продолжается и сейчас, то есть такой метод воспитания, когда у взрослого почитаемого свина встает давать детям ростом чуть выше пояса в рот, для того, чтобы потом у них в жизни была хорошая работа и все хорошо сложилось, и чтобы всегда хорошо слушали старших, снимая при этом стресс совершением того, что по истинному значению термина называется действием педераста, а не то, что все мы когда-то знали. Педерастия – это институционализированная форма педофилии и ничего больше. И я хочу добиться того, чтобы все люди в конце концов поняли и осознали, кто такие институционализированные педофилы во власти стран. И все вместе начали бы думать о том, чтобы в один ужасный день все люди на планете не узнали бы, что по вине Рамзана Кадырова и тех самых педофилов где-нибудь какой-нибудь реактор выпустил небывалую за историю всех цивилизаций дозу облучения и как бы не заразил раком миллионы, а то и сотни людей везде, даже в Грозном. И надеюсь, что это так не произойдет. Но ему все равно придется рассказывать людям, кто такие институционализированные педофилы. Но если это произойдет, надеюсь, он не успеет войти в сердце Чечни помолиться, потому что у входа его справедливо отхазарят все чеченцы за хазарский поступок, потому что он это допустил, потому что он мог и не повлиял на олигофренов-идиотов, которые просто так носятся и стреляют из танков в ядерный реактор, не понимая, что для чего делают. Так же, как их начальство олигофрены-имбецилы,
которые не понимают, для чего отдают такие приказы. И по приказу олигофренов-дебилов. И так вверх по иерархии, до того одного, который выраженно запутался в пространстве и во времени, и не знает, где заканчиваются границы страны, в которой он живет, ни границы влияния СССР его эпохи, ни славянской эпохи, произнося предложения дезорганизованно, короткими фразами и задержками, завершая смысл множественно. И с надеждой на то, что это что абсурд этого влияния закончится как можно быстрее, хотя я не являюсь ни криминалом и не политиком, никогда не был. Я резюмирую мной сказанное от всех криминальных авторитетов, авторитетных людей в своем деле и политиков с объективным политическим словом, которые влияют на мнение общества своим верным определением справедливого поступка термином «педераст». Люди в мире больше не то, что произносить вслух, а не должны даже думать словом «педераст». И это слово не должно ассоциироваться ни с чем, кроме как с аномальным явлением аморальных садистов-свиней, которые уничтожают души новых людей своим элитарным методом воспитания, который они унаследовали от свинской идеологии империи СССР. Когда бытие определяет сознание, что означает, что человек всегда должен принимать решения, не думая и повторять действия других, что лишает его личности Homo sapiens. А так как всем империям свойственно распадаться, также преобразуется ее вековой мнительный менталитет, вечно всем недовольных, потому что сколько бы хорошего человек ни делал в своей жизни, все равно думает, как бы не совершить педерастический поступок в соответствии с его двусмысленным значением термина, определяющего несправедливый поступок человека, который хотя бы раз совершали все, и за который в виде наказания принято в легкой форме словами, а в особых случаях унижать сексуальным насилием. И поэтому секс в пассивной роли принято считать принижением и неискупимым грехом, что также считается педерастическим поступком. Менталитет советского человека искоренится тогда, когда общество с менталитетом из СССР переучится воспринимать неверный поступок человека словом «педераст». За поступок, когда человек, думая о себе, не учитывает мнение даже одного человека из общества, которое должно влиять на организаторов тех самых институционализированных, тех самых институций, обществ, в которых не учитывается мнение того самого одного человека, что есть основа демократии и понятия свободы. А те, кто считают, что педофилия это не их проблема, пусть голосуют за тех, которые знают, как быть у власти методом институционализированной педофилии, что поистине означает древнегреческий термин «педерастия». То, что раньше называлось педерастическим поступком, я называю хазарским поступком, как в древней армянской сказке про тех, кто жили налетами и грабежами. И считаю немаловажным услышать мнение авторитетного в своем деле русскоязычного грека, который смог бы подтвердить правильность перевода педерастия с греческого на советский русский. Может, такого, как Демис Карибидис, например. И пусть будет так, чтобы во всех странах живых шайтанов наказывало правосудие, а их души после смерти наказывали бы шайтаны, которых создал Всевышний Дух для этого. И если все сделают то, что должны сделать, и люди услышат это из уст людей объективной важности, которые распространят эту новость среди русскоговорящих людей во всем мире, то тогда можно поздравить человечество с победой над мировой педофилией и советским менталитетом, который знают все, но никто не может объяснить, чем он отличается. То, что относится к криминальным авторитетам с менталитетом СССР, тем же вором в законе, большинство из которых грузины, которые определяли несправедливый поступок словом «педераст». Пусть будет им стыдно, тем, которые со мной знакомы или слышали о моих доводах и не предложили помощь в хорошем деле, и даже не захотели со мной поговорить по данному вопросу. И очевидно, что своим поступком осквернили свой авторитет навсегда. А те, кто знали истину и согласны признать сказанное и незамедлительно повлиять именем своего авторитета на общество с менталитетом педерастического поступка, часть которого институционализирована педофилами, желаю вам здоровья и свободы в хорошем деле, Генацвале.